Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть под любым видео в описании под этим видео на канале. Также у меня есть закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их просто-напросто заблокирует. В свою очередь я хочу поблагодарить всех тех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале на Бусти. Благодарю вас, дорогие подписчики, за то, что вы с нами. Вы помогаете нам становиться лучше. Имена и ники этих подписчиков сейчас появятся на ваших экранах. А между тем я напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, есть обряды, и также мы делаем обрядовые свечи своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами на финансовое благополучие, на любовные взаимоотношения, на здоровье и личные расклады вы также можете обращаться ко мне в личку. Личка указана под любым видео в описании. Сегодня с нами карты Таро Райдера Уэйта. Здравствуйте, карты. Звезды на сцене порой совсем не похожи на те звезды, что светят и смотрят на нас с неба. Они пафосные, порой органичны в своей искушенности и безмерно богаты. Но некоторые звезды хотят лишь одного, чтобы их оставили в покое и не трогали, дали шанс прожить эту жизнь как обыкновенный человек, ведь звезды тоже люди. Непростую судьбу одной такой звезды начала нулевых я хочу разобрать сегодня. Всегда, когда я смотрю ролики о ней, мне искренне жаль ее, и единственное, что хочется сделать, это обнять этого глубоко раненого морально человека. Бритни Спирс – феномен своего времени. Сошла ли она с ума, либо ее давно уже заменили на похожего человека, ее нет в живых? Почему СМИ намеренно сделали из нее сумасшедшую и как МК Ультра замешана в этом деле? Давайте поговорим сегодня о Бритни Спирс. Все мы помним ее, да, эту девочку, мы танцевали и пели, дети 90-х под ее песни, обожали ее календарики, помните, скупали просто горой эти календарики, фишки с ней, всяческие наклейки, она была просто везде, она была секс-символом, ее сексуализировали, да, в то время. И хотела бы я узнать, конечно, первым делом, это характеристику личности Бритни Спирс, каким она на самом деле человеком была, какой она есть сейчас. Каким человеком ее видит мир и Вселенная. Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности певицы Бритни Спирс. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности певицы Бритни Спирс. Характеристика личности певицы Бритни Спирс. Каким человеком она является? Ох, как тяжело и нелегко этому человеку, да, сейчас, всегда, по сей день. Десятка жезлов – это человек, который все время несет на себе огромную, тяжелую ношу. Вот представьте себе, человек родился из подросткового возраста, с детства, на него легло бремя того, что ему приходится помогать родителям, ему приходится обеспечивать родителей, да, то есть все ложится на его хрупкие детские плечи. Я так хочу перейти в десятку. Десятка второе – это всегда переход во что-то новое, в светлое будущее, да, но мне так тяжело. Я несу вот эти 10 жезлов на себе, вот эти дрова тяжелые, огромные, мне не по силам их унести. Помогите мне кто-нибудь. Всю жизнь она просит кого-то помочь, буквально просит, буквально молят ее глаза, да, о какой-то пощаде, о каком-то примирении. И она пытается смириться со своей участью. Это человек, который пытается смириться со своей участью, которому безумно морально и физически, возможно, также тяжело, да, который имеет ряд каких-то проблем со здоровьем, потому что десятка – это я не могу перейти в новое, у меня есть какие-то проблемы со здоровьем, в основном это проблемы психологического характера. Да. На карте персонаж изображен во всем оранжевом и в желтом, да, что говорит о том, что он горит этой жизнью, он очень эмоционален на самом деле, да. Человек, возможно, эмоционально неустойчив, а возможно, наоборот, просто эмоционально хочет подарить этому миру всего себя, он жизнерадостен, да, он немножечко даже по-детски наивен, но он не может выразить своих чувств и эмоций настоящих, потому что ему приходится нести какое-то бремя на себе, какие-то тяжелые палки, да. Человек очень добрый, очень наивный. Он там может, я не знаю, дать последнюю рубашку, да, то есть вот здесь вот об этом речь. И он вынужден обеспечивать кого-то, обеспечивать себя, обеспечивать всех вокруг
себя, да, свое окружение и не может никак уйти в новую жизнь. Его как будто бы держат, ему как будто бы не дают. Вот об этом здесь речь. Да? Характеристика личности Бритни Спирс, то, что человек всю свою жизнь, начиная с детства по сей день, морально и физически тяжело ему, и он замкнут, он весь в себе, его никто никогда не может нормально поддержать, помочь ему, да, освоиться в этом мире, и он все несет на себе. Все тяжести, все невзгоды, все какие-то переживания он несет на себе. И в себе, естественно, да, и никто в этом не помогает. Вот такая характеристика личности Бритни Спирс. Давайте поговорим о взаимоотношениях Бритни Спирс с родителями в прошлом и в настоящем. Взаимоотношения Бритни Спирс с родителями в прошлом выпала карта колесницы, да, было не просто в прошлом, пришлось подстраиваться под родителей, пришлось больше и больше и больше делать для того, чтобы заслужить внимание, да, для того, чтобы заслужить хоть какую-то любовь и поддержку, для того, чтобы быть любимым человеком, любимым ребенком в семье, как считала Бритни, а не отбросом, да, в семье нужно было что-то делать, нужно было идти вперед. И здесь два выбора: либо ты идешь и ты слывешь хорошим ребенком, тебя все любят, тебя все обожают за то, что ты приносишь денежки в дом, да, либо ты идешь неправильной дорогой, и мы тебя вычеркиваем из своей жизни. Ну, так думала сама Бритни. Ее взаимоотношения с родителями в прошлом были непростыми. В прошлом, настоящее время мы сейчас посмотрим, да, все время кто-то перетягивал одеяло на себя, да, и Бритни приходилось подстраиваться под других людей и что-то делать только ради того, чтобы заслужить любовь, внимание и поддержку от родителей. А какие отношения у Бритни Спирс с родителями в настоящем? Карта обучения, карта подстраивания. Опять мне приходится подстраиваться всю жизнь. Представляете, человеку приходится подстраиваться. Неудивительно, что человеку невероятно тяжело. Да? Десятка жезлов, первая карта, это ее характеристика личности. Мне невероятно тяжело под всех подстраиваться всю мою жизнь. Для того, чтобы меня любили, для того, чтобы меня уважали и ценили, мне приходится подстраиваться. Снова карта подстраивания, да? Под родителей, для того, чтобы отношения их были ко мне более теплыми, нежели я того заслуживаю. Вот об этом речь. Интересен роман Бритни Спирс с Джастином Тимберлейком. Был ли он настоящим, либо это была некая пиар-компания? Давайте узнаем. Роман Бритни Спирс с Джастином Тимберлейком. Был ли настоящим, либо это была некая пиар-компания? Роман Бритни Спирс с Джастином Тимберлейком. Был ли он настоящим, или это была некая пиар-компания со стороны продюсеров, да, со стороны самого Джастина, Бритни, может быть, да, был ли он настоящим, этот роман? Ну, конечно, это мимикри, это подстраивание. Роман не был настоящим на самом деле, да, возможно, с ее стороны были какие-то чувства, возможно, с его стороны были какие-то чувства, но в любом случае на самом первом выходе, скажем так, да, это подстраивание, это мимикрия. Пашкуков у нас здесь молодой человек, самовлюбленный, абсолютно не влюбленный, мимикрирует под рыбку, подстраивается под нее для того, чтобы заманить ее в свои сети. Это такой хитрый ход со стороны продюсеров, да, изначально это было хитрым ходом. Интересно, были ли чувства у самого Джастина к Бритни и у Бритни к Джастину, да, это же может быть пиар-компанией, но в конце концов молодые люди вообще, так как они были молоды, оба красивые, да, они могли полюбить друг друга так, а не иначе. Джастин Тимберлейк действительно испытывал какие-то чувства к Бритни Спирс. Вторая карта вышла у меня, хочу. Ну, очень туманно все, да, здесь все очень туманно. Я хочу побыстрее уйти из этого, да, мне это все не нравится, мне не нравится все, что происходит вокруг да около, да, мы ходим как-то, нет каких-то чувств очень ярких, да. Здесь в основном для того, чтобы перейти во что-то новое. Я, скажем так, питаюсь этим пиаром, да, я питаюсь этим пиаром, чтобы перейти во что-то новое, так думал Джастин. И я хочу побыстрее перейти во что-то новое, мне все это не нравится, все, что придумали продюсеры, мне хочется какой-то свободы, и для того, чтобы уйти к каким-то новым берегам, мне нужна эта пиар-компания, для того, чтобы насытиться вот этим пиаром, и для того, чтобы выбиться в люди, скажем так, да, вот за счет Бритни я сейчас возьму и выбьюсь в люди. Он тоже был известным музыкантом, да, он играл в группе, не помню, кстати, как группа называлась, если честно, вот почему-то его не помню, а Бритни Спирс помню, да. Но вот здесь вот говорится о том, что мне нужен был этот пиар-ход для того, чтобы уйти в люди, да, выбиться в какие-то массы, да, и
это мой такой черный план, скажем так, по Луне, да, на самом деле я ее не любила, на самом деле она мне была неинтересна, я вообще считала ее какой-то пустышкой по Луне, да, но здесь вот, возможно, у Бритни были чувства. Это все пиар-ход продюсеров, который очень был выгоден именно Джастину Тимберлейку, да, поэтому он там во всяческих интервью потом участвовал, говорил то, что Бритни ему изменяла и так далее, и тому подобное. Он такой скверный тип на самом деле, да, называйте как хотите, но мне видится именно так, особенно по картам. А вот у Бритни Спирс были ли какие-то чувства к Джастину Тимберлейку? Понятно, что у него была своя выгода, такая мрачная, туманная. Карта Луна вообще ничего хорошего не предвещает, особенно в чувствах и в эмоциях, да. Была ли какая-то выгода у Джастина, понятно, а у Бритни Спирс на самом деле любила Джастина Тимберлейка, была ли она влюблена в него, да? Да, она хотела с ним семьи даже, да, то есть здесь вот я хочу семьи, но я не вижу развития наших чувств. Я хочу семьи, но он для этого ничего не делает. Я не буду делать, ну, потому что я девочка, да, здесь вот такая детская сторона, такая женская сторона, скажем так, выглядывает, да. Я хочу 2 четверки, я хочу с ним семьи, я хочу с ним какого-то взаимопонимания, но не могу двигаться дальше, потому что он не двигается. Я вижу, нет с его стороны какой-то подачи, каких-то чувств искренних, да, я этого не чувствую. И поэтому мне остается лежать ровно и смотреть на это все, да, на все происходящее. Она была такой девочкой, которая, конечно, хотела какого-то первого шага, наверное, со стороны мужчины, да, все-таки. Тогда, когда она была еще очень юной, очень молодой. Вот об этом здесь речь. Да, действительно, она была влюблена. Я не могу сказать, что какие-то сумасшедшие чувства у нее были к Джастину Тимберлейку, но, тем не менее, она, как любая девочка, да, вот мы встречаем мужчину, вот мы думаем, что все это на всю жизнь. Точно так же думала Бритни Спирс, а у Джастина Тимберлейка были свои определенные мотивы. Следующий был Кевин Федерлайн, да, это первый официальный муж Бритни Спирс. Первый официальный муж, я имею в виду, с кем она действительно жила, да, с кем она родила детей, действительно любил ее или был приставлен к ней намеренно третьими лицами. Вот Кевин Федерлайн, тоже такой мутный тип на самом деле, первый официальный муж Бритни, действительно любил ее или был приставлен к ней намеренно третьими лицами. Не знаю, возможно, для наблюдения, да, возможно, еще для чего-то, возможно, чтобы сбить ей какую-то программу, ну, мало ли, что у них там, да, в Голливуде происходит. Кевин Федерлайн действительно любил Бритни Спирс или был приставлен к ней намеренно с помощью третьих лиц. Ну, посмотрите, второй раз выходит Луна. Бедной девочке вообще не везет всю ее жизнь, потому что ее всю жизнь используют, да? Для того, чтобы использовать ее, тут не было никакой любви. Здесь польза, опять-таки, не обязательно, что он был кем-то представлен, да? Мы сейчас раскроем все карты. Но здесь выгода у меня к тебе определенная, да? Воину Луну. Воину Луну для того, чтобы Луна мне дала какую-то силу, энергию, да? Для того, чтобы она через семью подпитала меня, и я каким-то образом, возможно, получил какую-то славу, получил какую-то известность, возможно, чтобы меня все узнавали. Четверка жезлов еще может говорить о славе, о известности, о том, что меня все будут восхвалять, узнавать, да, о том, что я буду такой супер знаменитый, и ты мне для этого и была нужна. Да, на самом деле, опять те же самые карты выходят, вот смотрите, да, на самом деле больше ни для чего не была нужна. С тобой я открыла новые горизонты, с тобой я стал выглядеть более масштабно, я стал видеть шире, да, я выбрал какую-то другую дорогу и, естественно, ушел, да, восвояйся. Да, ты поменяла мою судьбу на 180 градусов, конечно. А так у меня с тобой были качели, потому что я ничего на самом деле к тебе не испытывала. Это качелеобразные отношения, в которых один ведущий, другой ведомый, соответственно, ты ведомая, ты меня слушаешься, да, и с помощью семьи я завоевал другое отношение к себе народа, возможно, да, или каких-то других лиц, возможно, стал более материально обеспеченным человеком, да, и ты поменяла всю мою жизнь на 180 градусов. А я на самом деле играл с тобой в кошки-мышки, несмотря на то, что жил вместе с тобой. Здесь он не был представлен какими-то третьими лицами, здесь действительно это была некая любовь со стороны Бритни, да, и действительно они познакомились не так, что его кто-то специально представил к ней, но он тоже имел какие-то определенные цели, и все хотели на ней нажиться, потому что у него было много денег, естественно. Деньги, связи, самое главное – это популярность, да, чего желал любой, наверное, начинающий музыкант того времени, чтобы оказаться рядом с Бритни Спирс и, возможно, стать супер-мега популярным и богатым человеком. Вот об этом здесь речь.
После того, как Бритни обрила голову на лысо и набросилась на автомобиль журналиста с зонтиком, ее увезли в психиатрическую лечебницу, после чего спустя некоторое время Бритни пришла в себя и даже выпустила несколько нашумевших альбомов. Вопрос. Что делали с Бритни в лечебнице? Правда ее лечили или это было нечто другое? Правда ли Бритни лечили тогда в лечебнице? Или с ней делали что-то другое? Правда ли Бритни Спирс тогда лечили? Простите меня за тавтологию, лечили в лечебнице, да? Лечили в психиатрической лечебнице. Или это было нечто другое? Правда ли Бритни Спирс тогда лечили в лечебнице после того, как она обрила голову на лысо, да? Такое ощущение, как будто человека перепрошили. Угу. Перепрошили. Здесь вот какая-то операция даже была совершена, да, вживление чего-то, после чего человек как заново восстал, да, ничего себе. Был человек морально истощенный, ни сном, ни духом, да, а тут десятка, переход в новое после унижений, после всего плохого, что произошло в нем в жизни, человек перешел в новое резко, король мечей. Сразу человек хочет бороться с ветряными мельницами, сразу она императрица, ничего себе, да, сразу я вышла на сцену и завоевываю сразу снова этот мир, а потом снова ухожу в освояси. Тут о чем речь, да? Тут немножечко поработали с процессором. Под процессором я имею в виду мозг. И тут, возможно, даже что-то вживляли, я хочу сказать, в мозг. Да, здесь самое интересное, что было какое-то внедрение, тут несколько мечей, тут много мечей, да, практически все мечи. Тут как будто внедряли что-то, вживляли в мозг, как процессор перезагрузили, перезапустили, он перегорел, а его снова перезапустили. Перешла я в новую жизнь и стала снова, королем мечей. И сразу стала снова бороться со всеми, снова императрицей, я снова на сцене, я снова на коне, посмотрите на меня, я победитель по жизни. И потом бац-бац-бац, и снова меня троит, меня коротит, хочется сказать, да, коротит обычно компьютер. Когда что-то там чинишь, вертишь, да, компьютер, когда один раз ломается, он потом снова и снова начинает ломаться через какое-то время. И вот такое ощущение, как будто процессор возобновили на какое-то время, да, она стала императрицей, победителем по жизни, снова стала завоевывать хит-парады, чарты и так далее, и ее снова закоротило, и как будто бы она снова ушла во свояси, да, снова с ума сошла, грубо говоря, вот так вот. Тут как внедрение чего-то, как, возможно, какого-то чипа внедрения в голову, да, тут хотите доверять его уже теориям заговора, хотите нет, да, тут я говорю как есть, тут было какое-то оперативное вмешательство в лечебнице, ее не лечили психологически, ей просто перестроили программу, перенастроили, скажем так, чтобы на некоторое время, на определенное, на короткое, непродолжительное, она могла снова быть на сцене, и быть на сцене в здравом уме, да, вот об этом речь. Вернемся к эпичному выступлению Мадонны с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой, где Мадонна, одетая во все черное, целует поочередно сначала Бритни, затем Кристину, одетых, кстати, во все белое. Вопрос, имеет ли данное выступление некий символизм о том, что обе артистки Бритни и Кристина подписали договор с темными силами? Если не видели это выступление, пожалуйста, посмотрите, очень интересно. Действительно ли данное выступление Мадонны с Бритни и с Кристиной имеет некий символизм о том, что Кристина и Бритни подписали договор с темными силами? Действительно ли выступление Мадонны, Бритни и Кристины имеет некий символизм о том, что Бритни и Кристина подписали договор с темными силами, как бы поцеловав Мадонну, да? Угу. Да, все карты положительные. Я ждала эту карту, я ждала либо Верховную Жрицу, либо Дьявола. Думаю, кто-то должен выйти, потому что это договор, да? Это полюбовный договор. Они все знали о том, что они подписывают, да, они все прекрасно понимали, что они делают, что Бритни, что Кристина, да, свою судьбу краят иначе, на 180 градусов, опять десятка мечей на дне колоды, да, здесь действительно, здесь карта обмана, карта мимикрии, да, обман
обманывались, и Бритни, и Кристина обманывались тем, что после того, как они подпишут этот темный договор, все у них будет хорошо. На самом деле все будет только хуже, и разгребать какие-то дела, да, будет еще тяжелее и тяжелее с каждым годом. Вот здесь вот об этом. Подписание темного договора говорит нам Верховная Жрица. Черное и белое. Договор с черного с белым, да, и посередине Верховная Жрица, которая держит тайну, да. Вот Верховная Жрица либо дьявол, когда вам выпадает на темный договор на вопрос «да» или «нет», то это точно «да». Да, это обман, самообман того, что будет много денег, того, что будет много славы и почестей. На самом деле станет еще только труднее, да, после подписания этого темного договора. Полюбовно они заключили темный договор. Что значит полюбовно? Значит, обе знали то, что они подписывают, да. И да, туз жезлов нам отвечает на вопрос тоже «да». Верховная Жрица, туз жезлов нам отвечает на то, что они действительно заключили этот темный договор, и это было символичное такое выступление, с символизмом определенным. После этого темного договора я впадаю в стагнацию, да, две девятки и вообще девятка, это я стагнирую, я деградирую. Я остаюсь на месте, я никак не эволюционирую в своей жизни, моя душа никак не эволюционирует. Вроде бы много денег я зарабатываю, вроде бы славы много, да, но я никак не эволюционирую, я стою на месте. Вот об этом речь. Проблем еще больше после подписания этого темного договора. Темный договор действительно был подписан полюбовно, все знали прекрасно. Это выступление действительно имеет определенный символизм. Верна ли теория, что отец Бритни Спирс, Джейми Спирс, подписал договор, когда Бритни была еще маленькой, о том, что ее сознание будет контролировать специальная программа МК Ультра? Верна ли теория, что отец Бритни Спирс, Джейми Спирс, подписал договор, когда Бритни была еще маленькой, о том, что сознание Бритни, теперь будет контролировать специальная программа МК Ультра? Действительно ли Джейми Спирс подписал такой договор? Да. Да, он что-то отдал взамен, и ему что-то дали. Он что-то взамен отдал и что-то получил. Отдал душу девочки, да, своей, душу девочки в рабство. Карта восьмерки Пентаклей, теперь ты будешь работать на нас. Что-то отдать, но что-то взамен взять. Пентаклей будет много, но душа продана. Девочка будет работать теперь на нас, да, а ты уйди не солоно хлебавший, да, уйди и не мешай, как говорится нам. Пятерка мечей, карта не проигравшего и не побежденного человека, ушедшего с поля боя. Ты уйди и не мешайся, мы теперь будем контролировать сознание твоей девочки. Ты нам что-то отдал, ты что-то взамен получил, Пентакли, она теперь раб системы, работает на нас, а ты теперь уходи и не мешай. Все очень просто, да, мы теперь правим твоей девочкой, да, у нее есть свои тайны, свои секреты, ключи от секретов горожан, да, карта Иерофанта – это то, что скрыто, карта священнослужителя, карта какого-то таинства, карта тайны, которые нужно держать, тайны секрета, которые нужно держать под запретом, да. Действительно, отец Джейми Спирс подписал договор с МК Ультра, вернее, с какой-то спецслужбой, да, не с МК Ультра, а со спецслужбой, чтобы ее сознание контролировало МК Ультра. Верна ли теория, что все действия Бритни на сцене и в жизни после заключения договора о контроле ее сознания теперь контролировала МК Ультра, и она не могла принимать самостоятельных решений? Верна ли теория, что все действия Бритни Спирс на сцене и в жизни после заключения договора о контроле ее сознания теперь контролировала МК Ультра, и она больше не могла принимать каких-то самостоятельных решений? Верна ли эта теория? Так, король кубков, король мечей. Двое мужчин каких-то, и она посерединке, да? И она со своей любовью посерединке. Для одного мужчины и для другого мужчины она старается. Двое мужчин теперь могли управлять ей. Один был королем кубков, человеком, которого она любила и к которому она стремилась, возможно, это был отец, да, а другой был король мечей, который, возможно, заставлял ее как-то работать. Вот тут два человека, да, действительно, во-первых, ее контролировали, она не могла принимать самостоятельных решений, тут пятерка кубков говорит о человеке, который не может принимать самостоятельных решений, у которого нет рук, а у человека, у которого нет рук, он очень легко манипулируем.
она тут встала посерединке, и между ней два короля. Один король кубков, возможно, отец, которого любила, да, в любом случае Бритни Спирс, и к которому стремилась со своей любовью, а другой некий король мечей, возможно, ее работодатель, возможно, кто-то из спецслужб из МК Ультра, который и заставлял ее по колеснице двигаться вперед и работать. Она была между двух огней, она разрывалась, да, и вот эти два короля, они владели ее душой, ее сознанием, ее любовью, ее чувствами, и, соответственно, заставляли ее что-то делать, да, то есть один король, к которому она стремилась с любовью, это, скорее всего, отец, король кубков, возможно, водного знака зодиака, да, но не факт, и некий король мечей воздушного знака зодиака, который заставлял ее работать все больше и больше и больше, и она теряла больше и больше своих чувств, своей любви, свои каких-то душевные переживания она выливала как-то на других, да, то есть не могла как-то открыться людям. И, возможно, даже по пятерке кубков здесь и по тузу кубков здесь как раз период, когда она впервые начала пить, уже, наверное, будучи в подростковом возрасте, во взрослом возрасте, когда она впервые там начала употреблять, да, потому что здесь одни кубки. Король кубков, кстати, тоже употреблял, мне показывает, что это как будто бы отец. Я не знаю, употреблял он или нет, напишите мне в комментариях, но здесь вот одни кубки. И я тоже буду употреблять, потому что делать мне нечего, я не могу как-то выразить свои чувства, эмоции, то, что я на самом деле думаю. Вот здесь речь об этом. Следующий вопрос, друзья мои. Наверное, главный вопрос, который волнует сейчас всех. Жива ли на самом деле та самая настоящая Бритни Спирс? Жива ли настоящая Бритни Спирс, которую мы все знали с начала нулевых? Жива ли сейчас настоящая Бритни Спирс, которую все мы знаем с начала нулевых? Что-то обновилось, что-то новое в ней. Что-то новое в ней. Что-то новое из-за денег, или за деньги, или с деньгами. Жива ли сейчас настоящая Бритни Спирс? Не выпадает старших арканов на мертвых людей. Бритни Спирс жива, но она стала совершенно другой. Карта отшельника, карта 9-го старшего аркана, опять-таки, это карта деградации. Отшельник я сама по себе, я человек-одиночка. Я человек, который не хочу больше никого впускать в свою жизнь. Вот об этом здесь речь, да? Да, Бритни Спирс жива, да, она жива. Просто она стала более осторожной, скажем так, с теми людьми. Тут она хитрит немножко. Вот все то, что она показывает на камеру, на экран, в Инстаграме, да, в своем, она изображает сумасшедшую, но она далеко не сумасшедшая, я вам хочу сказать. И я буду жить по-новому. Пентакли – это не только деньги, пентакли – это еще пришедшая с годами мудрость, потому что следующая карта – отшельник и умеренность. Умеренность вместе с отшельником и с десяткой пентаклей – это человек невероятно мудрый, умудренный своим собственным опытом, и я буду вести себя, как все хотят, чтобы я себя вела. Если мир считает меня сумасшедшей, пусть он меня считает сумасшедшей. Если мои родственники думают, что я сумасшедшая, пусть они меня считают сумасшедшей. Я буду немного по-другому выглядеть, я буду немного по-другому чувствовать и думать, и все будут меня видеть немножко по-другому, но пусть будет так. Но сама я точно буду знать, какая я на самом деле. Вот об этом здесь речь. Человек мудрый, с опытом, который пришел к какой-то умеренности, к какому-то одиночеству. Я всегда была одинокой, а вот теперь я действительно стану одинокой. И мне хорошо мне одной спокойно. Я по-новому прочувствовала и прочувствую эту жизнь. Одна. Чтобы ко мне никто не подходил, чтобы все думали, что я сумасшедшая, пусть так и думают. Вот, кстати говоря, вот здесь очень интересно. Она жива, и она не сумасшедшая. Мы сейчас, конечно, посмотрим ее психологические заболевания, но я что-то очень в этом сомневаюсь. Тут такие карты вышли интересные. Имеет ли Бритни психологические заболевания? Имеет ли Бритни Спирс психологические заболевания? Имеет ли Бритни Спирс психологические заболевания? Нет. У Бритни Спирс нет никакого биполярного расстройства личности, нет никаких психологических заболеваний. Это несмотря на то, что прошел человек, очень адекватный человек, несмотря на то, что она прошла, какой опыт, да,
у нее в багаже, скажем так, да, она абсолютно адекватный человек, я хочу вам сказать, да. Все, что было, осталось в воспоминаниях. Пусть там оно и останется. Я сейчас чувствую себя победителем по жизни, потому что я по-новому взглянула на эту жизнь, и у меня есть все ресурсы для того, чтобы заново начать жить. Даже в 40 лет, да, пусть в 40 лет я заново начинаю жить, ну и что? То есть вот она считает так, у нее нет никаких психологических заболеваний, нет биполярного расстройства личности, которое придумала СМИ, да, это все придумали, пусть они считают меня сумасшедшей, зато теперь я свободна хоть как-то, зато теперь я могу выражать себя так, как я хочу. Вот здесь выражение того, как я хочу это делать. Мне не нужно стоять на сцене, мне не нужно петь, это все в воспоминаниях. Я теперь на коне, и я управляю своей жизнью. И у меня есть все ресурсы для этого, для того, чтобы перейти в новое. Возможно, у нее есть даже какой-то план. План на ближайшее будущее. Кто ведет Инстаграм Бритни сейчас? Многие спрашивали, да, меня, кто ведет Инстаграм Бритни сейчас? Кто ведет Инстаграм Бритни Спирс сейчас? Она сама его ведет или кто-то за нее ведет, да? Кто ведет Инстаграм Бритни Спирс сейчас? Она сама его ведет или кто-то за нее ведет? Да, она сама его ведет. Она сама его ведет и наслаждается тем, что она делает. Я же говорю, да, это... Я же говорю, королева мечей – это обиженная женщина, обиженная на весь свет, обиженная на то, что из нее сделали сумасшедшую, да, что сделали какой-то культ Бритни Спирс, да, какой-то культ и сексуализировали ее, скажем так, да, теперь она императрица, теперь она делает, что она хочет. Она с любовью относится к своему делу, к Инстаграму, да, к тому, что она делает. Мне это нравится, мне это даже приносит какой-то успех, какой-то, возможно, доход, да. И я императрица у себя в Инстаграме, я делаю, что я хочу. Я обижена на весь свет. И если меня кто-то еще раз тронет, из тех людей, иерофант, тайны, да, опять, из тех людей, кто когда-то меня трогал, то я обижу в ответ, я заколю в ответ вот этим мечом. Меч у меня всегда наготове. Я делаю все, что я хочу сейчас. Вот так, как мне это нужно, так, как мне это нравится. Я всегда так хотела. Вот об этом речь. Кто ведет Инстаграм Бритни сейчас, она сама ведет, ей это нравится, она подходит к этому с любовью, ей нравится, что ее сейчас не используют третьи лица, да, и что она всегда может дать отпор и обидеть в ответ. И она очень жалеет, что она раньше этого не могла сделать. Если посмотреть на черты лица Бритни Спирс и Мэрилин Монро, то можно увидеть невероятное сходство. Вопрос, правда ли, что из Бритни Спирс хотели сделать новую Мэрилин Монро, только современную, сексуализировав ее образ и сделав так, чтобы о ней говорил весь мир? Действительно ли из Бритни Спирс хотели сделать новую Мэрилин Монро, только современную? Действительно ли из Бритни Спирс хотели сделать новую? Ну, очевидно, не получилось у них до конца, да? Хотели сделать новую Мэрилин Монро, только современную. Мэрилин Монро тоже была под программой МК Ультра. Я же говорю, ничего не получилось. Хотелось, да не получилось. Старший аркан да говорит, а башня говорит нет. Действительно ли из Бритни Спирс хотели сделать современную Мэрилин Монро? Да, только не вышло ничего. И что в первом, что во втором случае все обернулось крахом. Да, не подчинилась нам. Не подчинилась ни первая, ни вторая. И поэтому пришлось завершить этот проект. И первый, и второй проект пришлось закрывать. Что Мэрилин пришлось закрывать, то есть убивать, да? Что Бритни Спирс пришлось закрывать. Здесь почему-то убить как-то не удалось, да? Здесь просто крах. Ну, так как мир современный, возможно, из-за этого, да, тут просто крах всех надежд, она не подчинилась нам, и все пришлось закрывать по умеренности, пришлось уходить от этого. Действительно, Бритни Спирс очень похожа на Мэрилин Монро, и они хотели сделать из нее новый проект. Но ничего не получилось. Будущее Бритни Спирс. Будущее Бритни Спирс. Ну, ближайшее будущее, может, полгода, да, давайте посмотрим. Будущее Бритни Спирс. Заметьте, я еще раз повторюсь, она не сумасшедшая. Будущее Бритни Спирс. Угу. Угу.
Два каких-то начинания. Объясню, да, с самого начала. Повешенный. Карта повешенного говорит о том, что нужно немножко остановиться, остепениться, остановиться, вообще не показываться людям и понять на самом деле, кто я в этом мире, разгребать какие-то свои старые проблемы, старые дела, какие-то посмотреть на этот мир заново, скажем так, да, посмотреть на этот мир заново и сделать правильный выбор. Правильный выбор в сторону чего-то одного. Во-первых, тут говорится о том, что она будет полностью выходить из-под опеки. Она и сейчас вроде как не под опекой отца, но она постепенно будет полностью из нее выходить, и постепенно ей будут возвращаться ее деньги, ее пентакли. То есть тут говорится о том, что постепенно, понемножку, в течение этих месяцев, в течение 6 месяцев, будет постепенно выходить полностью из-под опеки отца. Посмотрит на свою жизнь заново, обдумает все, да, и будет начинать все с нуля. Но на сцену она уже не вернется. Здесь еще говорится о том, что сделает какой-то правильный выбор и, возможно, кому-то поведает свою историю, откроется кому-то. Паш мечей – это открытие. Какое-то очень важное, очень яркое открытие, открытие года, скажем так, да, возможно, кому-то даст интервью, да, вот здесь вот об этом речь. Я остепенилась, я немножко подумаю, я немножко порассуждаю над своей жизнью, да, попечалюсь, возможно, немного, сделаю правильный выбор, кому-то откроюсь и постепенно начну выходить из зоны собственного комфорта и постепенно начну выходить из-под опеки и начну получать свои заработанные пентакли, заслуженные пентакли. Возможно, через суд как-то, да, возможно, еще как-то. Но она начнет заново жить, но только в образе обычного человека, а не человека, который когда-то был знаменит. Она хочет совершенно другого. Она любит танцевать, да, она любит быть на виду, но она не любит, чтобы ей помогали и командовали. Больше она этого себе не позволит, себе в первую очередь, да, и другим людям тоже. Вот об этом речь. Будет постепенно начинать заново жить, заново учиться жить, как обычный человек. Такая непростая история Бритни Спирс. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этой певице, об этом человеке в первую очередь. Мы все люди, да, и мне искренне жаль ее в первую очередь как человека, а не как артистку. С нами были карты Райдера Уэйта. Друзья мои, я напоминаю вам, что у меня есть личные расклады, есть обряды на финансы, на любовь, на здоровье. И также у меня есть обрядовые свечи, которые мы делаем своими руками. Я вас очень люблю. С вами была Энергия Таро. До новых встреч.